Всем привет, друзья, вы на канале Supreme Show. Все мы знаем, что волки имеют общих предков с собаками. В этом ролике мы посмотрим, на что способен волк не только против собак, но и других крупных животных, как травоядных, так и очень опасных хищников, например, таких как пума. Если вы не видели предыдущие ролики, ссылки будут в описании. А теперь поехали! Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I'm moving too far. Get to glass. Конечно же, волк всем нам напоминает наших любимых питомцев собак, которых не просто так называют лучшим другом человека. К волку такой статус точно не припишешь. Это очень опасный, бесстрашный, умный, выносливый и сильный хищник, который в одиночку может валить с ног крупных лосей и сайгаков. А вот стая волков способна отогнать даже медведя. Бонусными роликами посмотрим, на что способен этот зверь против рыси и пумы. Волк относится к семейству псовых и является самым крупным представителем, если, конечно, не брать в счет некоторых огромных выведенных пород домашних собак. В длину серый хищник может вырастать до 110-160 см, без учета длины хвоста, который около 50 см. При этом высота в холке колеблется от 60 см до 1 метра. Наиболее крупные матерые волки могут набирать массу до 100 кг. Не стоит забывать, что масса, вес, рост и остальные данные сильно разнятся и во многом зависят от географического места обитания хищника. Достоверно можно сказать, что чем холоднее климат места обитания, тем серый крупнее, мощнее и выносливее. Конечно, самые крупные представители обитают в Канаде, Сибири и на Аляске. Долго затягивать не будем, а перейдем теперь к самим схваткам, боям, сражениям, битвам, поединкам, стычкам или как вам проще. Начнем, пожалуй, с самого грозного и сильного врага волка. Это медведь. С ним наш герой, конечно, справиться не способен, но стая вполне может отбить все желание медведя, например, забрать пищу, добытую волками. В первом ролике несколько волков пытались загнать медведя, и пару раз им удалось укусить мишку, на что косолапый мгновенно реагировал и пытался дать отпор. Волков спасало только то, что они более быстрые, ловкие и успевали вовремя убежать. А вот здесь уже все наоборот, и несколько мишек задрали нашего героя насмерть. Стая пыталась помочь, но из лап косолапого вырваться вряд ли получится. Эта встреча обошлась без серьезной драки. Видно, что медведь что-то ел, и план волков был отобрать добычу, что не так уж и просто сделать. К сожалению, неизвестно, чем началось это столкновение и как уже мертвый бизон оказался в луже воды, за которого волки и боролись. Возможно, если бы Мишка был один, им бы удалось его отогнать от туши.
Вот наглядный пример, где преимущество в количестве помогает им справиться с Мишкой. Подбегая с разных сторон и кусая его, медведь вынужден отступать и спасать свою шкуру. Get out of here. This is our territory. That is unreal. Y'all. Давайте теперь посмотрим нарезки встреч и стычек этих зверей, которые постоянно враждуют и борются за пропитание. Пума очень ловкий и сильный хищник. Это, конечно, не медведь, где у волка шансов нет, но эта кошка обладает довольно агрессивным характером и готова защищать себя и биться насмерть. К сожалению, видеоматериала встреч в дикой природе этих хищников друг с другом не очень много, поэтому в некоторых кадрах вместо волков будут охотничьи собаки и койоты. А начнем мы с койота, где поначалу непонятно, кто кого поймал, и кажется, будто койот держит и трепает пуму. Но дальше видно, что на самом деле койот был жертвой кошки. Бой закончился тем, что ему удалось сбежать. Еще один койот встретился с пумой, которая решила не ввязываться в драку, убежав в лес. Вот уже реально зафиксированная встреча, где нашему герою снова не повезло, и исход такой встречи с пумой оказался смертельным для серого хищника. Поодиночке против хитрых и ловких кошек волку сложно, поэтому их сила в стае, в количестве. Вместе охотничьи собаки, как и стая волков, уже способны на гораздо большее, и с таким преимуществом можно идти на любого зверя. Вот нарезка подобной охоты. Следующие ребята являются травоядными и входят в рацион питания волка. Это лоси и олени. Посмотрим пару роликов с комментариями и дальше нарезка самых эпичных нападений. Классическая схема атаки, где зверь показывает, на что способен в действительности. Олень довольно крупная добыча, и завалить его не так просто. Видео не полное и обрывается, но думаю, исход очевиден. В этот раз стая загнала самку лося и малыша в лужу, в которой те пытались спастись. Организованная работа всей стаи дает свои плоды, и мать поняла, что выбраться и защитить свое потомство ей не по силам, поэтому приняла решение оставить малыша. Следующий ролик нам показывает, насколько действительно силен и бесстрашен этот зверь. Посмотрите сами, на что он готов. Все видео в оригинале, а после нарезка.
Еще один крупный представитель травоядных – бизон, который достигает веса до 1 тонны и более. Но и тут стая вполне справляется, и в одном из роликов даже 2 волка пытались завалить этого гиганта, один из которых бился просто насмерть. Давайте с него и начнем. Следующий ролик менее зрелищный, и бизон просто пытался отогнать голодного хищника. Здесь уже группа волков схватила бизона за задние конечности. На какое-то время травоядному удалось уйти от преследования, пройдя через небольшой водоем. Конечно, волки просто так раненого бизона не отпустят. На видео непонятно, тот же это бизон или нет, но плотный ужин они себе точно обеспечили. Если взрослый бизон еще может справиться с небольшой группой волков и есть хорошие шансы выжить, то у теленка такой возможности нет, и обычно даже мать здесь не способна помочь. Неизвестно, что произошло далее, ролик просто обрывается. Вот похожая ситуация, где, судя по всему, лежит уже раненый теленок, которого мать до последнего защищала, отгоняя хищников. Давайте посмотрим небольшую нарезку наиболее активных моментов охоты волков на бизона. Друзья, переходим к заключительной части ролика, который я оставлю без комментариев, и вы можете сами решить и высказать свое мнение в комментариях к видео, кто же все-таки сильнее, волки, собаки или волкодавы, и кто кого победит. Я знаю, что мнения по этому поводу разнятся, а я с вами прощаюсь, и если вам понравилось видео, поддержите его лайком и подпиской на канал. Всем удачи и до новых встреч!